Что за растение солодка и какими обладают свойствами? Какое наиболее частое применение у солодки? В каких особенных случаях может помочь солодка? Есть ли противопоказания к использованию? Смотрите видео до конца и используйте для здоровья солодку. Солодка является популярным растением, применяющимся в традиционной и народной медицине. Что за растение солодка и какими обладает свойствами? Солодка относится к семейству бобовых. Это многолетнее растение, цветущее в середине лета, и корни которого используются для лечебных и профилактических целей. Полезные свойства определяются присутствием глицеризиновой кислоты, которая способствует отхождению мокроты, улучшает текучесть крови, препятствует тромбообразованию, способствует очищению, стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, обладает противоглистной активностью, стабилизирует состояние нервной системы. Корень солодки применяется с отхаркивающей, противовоспалительной, противомикробной и противовирусной целью, оказывает спазмолитическое действие, улучшает тонус сосудов, обладает десенсибилизирующим и успокаивающим действием. Еще она способна очищать печень, стабилизировать работу поджелудочной железы, способствовать похудению, нормализации сахара крови. Активно борется с депрессией, восстанавливает метаболизм организма, противостоит онкологии, регулирует работу надпочечников, способствует выведению холестерина. Положительных свойств у солодки много. Применялась она еще в Древнем Китае. Считалось, что корень растения обладает свойствами, аналогичными женьшеню, и играет большую роль в замедлении процессов старения. Какое наиболее частое применение у солодки? Применяется сироп солодки, экстракт солодки и корень солодки. Самое частое использование связано с применением при кашле. Растение позволяет улучшить бронхиальную проходимость, уменьшить вязкость мокроты. Оно освобождает дыхательные пути от патологического секрета и слизи. Кроме того, положительно влияет на воспалительный процесс в дыхательных путях. Повышает эффективность антибактериальных и других противомикробных средств, выводит бактериальные токсины. Возможности использования солодки при кашле достаточно широки. Она используется при респираторных заболеваниях вирусной этиологии, воспалении бронхов, пневмониях. Применяется при лечении туберкулеза и коклюша. Помогает при застойных поражениях легких у лежачих больных и у людей, страдающих сердечной патологией. Кроме борьбы с кашлем, пожалуй, еще одним общепринятым показанием к приему солодки является заболевание органов пищеварения. Она применяется при склонности к запорам, при колитах, обусловленных нарушением состава кишечной микрофлоры. Обладает желчегонным эффектом, что позволяет применять при дискинезии желчевыводящих путей. Она снимает воспаление в желудке, нормализует кислотность. Обладая большим количеством положительных свойств, возможности использования солодки не ограничены. В каких особенных случаях может помочь солодка? Здесь можно упомянуть хотя бы 5 способов применения корня растения. Первый. Очищение лимфы. Это старинный рецепт, при применении которого происходит очищение организма от застоявшихся шлаков, и тем самым улучшение общего самочувствия и даже избавление от некоторых симптомов. Просто надо выпивать стакан горячей воды, в котором размешана столовая ложка сиропа солодки. Курс приема в течение 14 дней. Второй. Применяется корень солодки для лечения начальных проявлений депрессии. Третий. Используется для похудения, поскольку обладает послабляющим эффектом и нормализует обмен сахаров. Четвертый. Выводит токсины, яды и радиацию. Применяется при отравлениях и облучении. Пятый. Применяется при хронической усталости, тонизирует организм, улучшает настроение, способствует повышению работоспособности. Есть ли противопоказания к использованию? Корень не следует применять при беременности и в период лактации, больным, применяющим мочегонные средства, при циррозе печени и активном гепатите, в случае сердечной недостаточности и стабильной гипертонии. Лекарственное растение имеет большое количество показаний для использования, но все же есть и противопоказания. Поэтому перед употреблением желательно посоветоваться с лечащим врачом. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал.
При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!